Всем привет! Начинаем новый с вами перегон. И сейчас я двигаюсь на завод получать очередной новый автобус к новому перегону. Ну а какой автобус и куда мы поедем, все это сейчас увидите. Так, ребят, ну что, получил с завода вот такой вот автобусик. Ни за что не догадаетесь. Я, правда, не знаю, еще там не смотрел книжку. Короче говоря, это вездеход. Короче, рейс у нас будет Павлово-Красноярск. Это самый дальний рейс и самое дальнее мое будет первое пока что путешествие. Самое на такое дальнее расстояние. Ребят, день следующий. Все, пришли забирать. Так, документы ВИН сверяю, какой мой, потому что догрузили сиденье, комплект, запчасти туда, куда поедем, куда автобус погоним. Так что вот, их тут перегнали, перетусовали. Вот такие красавчики. Так, нон-инжекторный, да, вы видите, патрубок. Ну и такой же мотор. Все вроде так же. Ступеньки здесь, видите, нет. Так что он высокий. Пипец, резина какая, смотрите. Офигеть, да? Так вот. Амортизаторы, тут все дела. Так, обсмотрим сейчас нормально, чтобы все было. Ребят, наконец-то настало лето. Всех, кстати, с первым днем лета и с первым месяцем. Вот. Так, хочу вам показать, что здесь у нас. Ну, здесь, в принципе, такой же набор. Все точно так же. Ключ-свечник. Ключ, между прочим, надо будет сейчас в дверку положить. Баллонник, кривой, монтажка. Так, книжка эксплуатации. И вот добавочная книжка. Такая, ну, типа вот этот вот его номер. Эксплуатации, короче, этого автобуса. Все тут. Там высота, просвет какой, все тут эти характеристики, короче говоря. Домкрат еще. Вот так вот, ребят, погоним такой автобус с вами. Испытаем его, как и что. Ну, здесь, в принципе, все точно так же. Вот два рычага, видите. То есть раздатка, передний мост. Вот, педали, в принципе, такие же. Там все электроны. Панель также все. Коробка также. Туманки есть вроде как. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, туманочки тоже есть. Блин, вот не знаю, нужно будет сегодня заклеивать эти верхние фрамуги или нет. Мне напарник говорит, тормоза какие-то здесь сейчас другие. Вон, видите, на маслу написано вездеход. Что-то по-другому, короче говоря. Вот, запасочка тоже, видите. Такая же вся. Ребят, смотрите, сколько сидений. То есть с новых автобусов снимают вот эти сиденья и ставят уже такие, ну, которые сейчас в данный момент на моем автобусе. Ребят, все, выехали с базы, с этой вот, где сиденье устанавливают. Жара сегодня просто прям, действительно лето началось. Так что все, едем на первую заправку. Время уже обед, нужно пораньше было выехать сегодня. Но мы не думали, что они загрузят так рано. Вот, ребята молодцы, конечно, закидали по-быстрому. Вот. И получилось так, что вот все, сейчас торопяк, все быстрее. Пока, конечно, идет туго. Ну, как обычно. Но вроде, может, конечно, мне кажется, но что-то мне
порезвее вроде он обороты набирает, вроде. Но все равно есть такое ощущение, что придерживает. Ну, как обычно. Как только выезжаешь. Так, между прочим, да, 29 километров на спидометре. Начинаем перегон. Заправочка прошла на ура, быстренько. Ждать не пришлось никого в очереди стоять. Так, ну что я могу сказать, ребят? Вроде как идет в гору, но, блин, все равно тяжеловато. Почти полная температура. Все дела. Ну, в принципе, так ничем не отличается. Единственное, высота у него офигенная. Высоко даже на нее сюда вот заходить в кабину. Да хоть там, на двери. Ну, по грязи я, конечно, на нем лазить не буду. Вот. Только сравним, вот, сравню. За 4000 километров, наверное. Ну, я позже потом, конечно, скажу. В конце перегона именно конкретно сколько вышло километров. Вот. И разницу, что простой и что этот вездеход 4×4. Ладно, едем, наверное, до первого магазина. Нужно зайти там посмотреть что-нибудь. Воды, может быть. Хотя я взял и сундуки, но вот такую вот водицу. Все, сколу я подзавязал по вашим многочисленным просьбам. Пока выезжаем, сейчас будем из Павлова. Родина этих автобусов. Спрашивали как-то раз в комментариях, я правда не помню ник канала, но спрашивал он 4×4, вот именно про вездеходы, про эти автобусы. Вот, я говорил, что если, естественно, выпадет мне такая честь перегонять такой автобус, то я, естественно, сниму, покажу. Ну вот, в итоге, пожалуйста. Вот давайте посмотрим, чем он отличается. Да, в принципе, все точно так же. Правда, зеркала такие уже, ну, нормальные. Видите, с пластмассы такие объемные, большие. Кнопки также нет. Что еще? Боковое зеркало. Вот, видите, вот здесь есть. Панель управления кнопок. Торпеда такая же. Все, в принципе, такое же. Руль, вы видите, нормально все, нигде ничего не бьет, не колотит. Все вроде так и хорошо. Конечно, не знаю, что будет дальше. Пока в данный момент все изумительно, идеально. Так, коллега у меня пошел в пятерочку. Так, ну что, давайте посмотрим. Нигде ничего не потекло, не покапало, не закапало. Будем заезжать снова в Елабугу на ТО. Вот видите, ступеньки нет. Высота здесь пипец какая. Вот. Так, что, ну коробку тут надо будет перетащить. Тут запчасти, детали. Открываем это, одна открыта. Сегодня у меня здесь, видите, какое спальное место будет офигенное. Прям в полный рост можно прям... Думаю, наверное, уж летом-то не замерзну. Ребят, кстати, здесь вторая передача включается чудесненько. Вот. То есть, ну, конечно, не так, как четвертая, но уже прям включается нормально. То есть чувствуется прям, что она включилась. Как бы такой щелчок такой есть. Вот. Первый хорошо. И третий, четвертый тоже отлично. Так что вот так. Ребят, ушел я на семерочку. Мы, вернее, ушли на семерочку.
Ну и вы тоже вместе. Смотрите, какой не габарит фигашек. По ширине вообще капитально не подходит. Очень много ширина. Конечно, сопровождение, все дела. Сейчас я прижмусь вот сюда. Пусть и пойдет. Офигеть. Пипец, они, наверное, весят эти конструкции. Это шестереночка. Не то, что большая ширина, а пипец какая ширина. Все, подъехали мы к столовке. Эту столовку я снимал, так что вы все видели уже 100 раз, как бы, ну, одно и то же снимать, я думаю, не за что. Так что всем приятного аппетита заранее. И мы пойдем пообедаем и продолжим путь дальше. Ну что, ребят, вот я и пообедал, и сразу, как говорится, жить хочется. Еще я заметил, ребят, чем хорош этот конь, как его называют, коняшка, а тем, что он вообще кочек не чувствует абсолютно вот этих вот на дороге. Тот пас, ну, обычный, он как-то их сглатывает, да, а этот вообще просто пофигу ему. Там едешь, как будто и нет их абсолютно. Вот. Но чем фигово сюда залазить за руль? Он высокий, пипец. То есть дверь открываешь вот так. Она не открывается полностью, наполовину как-то. Ну вот. И начинает мешаться вот этот вот бардачок. Вот. Ну или карман. И проблемно на него, короче, залезть. На этого коня. Постоянно чиркаешь об этот карман, блин, плечом. Лишний раз залезть, вылезти, это прям целый фитнес. Чувашская республика. Всем привет, ребят! И снова мы у вас здесь. Я здесь снова у вас в гостях проездом. Ребят, по этим клеям просто вот так вот. Вот сейчас вот держишь клей, вроде нормально. Только стоит вот прям чуть-чуть рулька вот так, раз-два, и все, и он начинает гулять вот так вот. Офигеть. Хотя колеса все закручено, прикручено. Вот такой вот коняшка, конь. А вот, ребят, и первая замечательная пробочка. И вот все мы встаем в один ряд. Обязательно кому-нибудь нужно ехать по второму. И создавать там на сужение, ну, в один ряд вклинивать. Там 100 пудов пропускают. Да, нормально. Походу мы сейчас здесь прикурим на часика-полтора. Вот так. Ну так и начинается. То есть вот сейчас второй ряд забьют, и там начинает вклиниваться, и все. Да, ребят, давненько я в таких пробочках не тусовался. Навигатор показывал час и 2 минуты и 9 километров. Вот. У нас типа дорожные работы тут. То есть и знак, и здесь то же самое. Ну уже вот не час, уже как бы 43 минуты типа того осталось. Ладно, что делать? Лето. Вот и первый день, ребят. Первый день путешествия, перегона в Красноярск подходит к своему завершению. Еще, наверное, я думаю, часик и все. Мы торчим в пробке. Вроде как навигатор пишет 13 минут. Но не знаю, уже торчим, фиг знает. Уже больше часа. Так что. Эх, лето. Лето красное будет со мной. Еще не знаю впереди сколько там.
ждет этих ремонтных работ. Еще неизвестно, что на Урале. Аллилуйя! Наконец-то из конца до концов настал этот конец. Все, дорожники свернулись, я так понял, потому что уже техника на обочине стояла. Знаки все убрали. И все, и открылась зеленая дорожка в обе стороны. И это радует. Ребята, в сторону Москвы вообще финиш просто. Какая пробка. Здесь у нас туда, ну, в сторону Уфы, Чебоксар, показывало 9 километров. А здесь я фиг знает. Мне кажется, здесь вообще все 15. Как не больше. Вот едет тут полчаса, наверное, и она не кончается здесь вот ну, в сторону Москвы. Офигеть. Так, а у нас вторая заправочка. Вторая и, как бы сказать, обязательная или постоянная, как правильно сказать-то. Ну, короче говоря, на нее всегда с Павлова вторая заправка вот именно эта. Так, ребят, Чувашия, Чебоксары. Цена 47,16. Там Павел, я вам забыл сказать. Ну, в принципе, не меняется, наверное, да? Как есть, так и есть. 47 рублей. Ребят, заезжаем на ужин. Так, в этой столовке я тоже бывал. Вы видели это? Так, ребят, вот взял на вечер еще 6 пирожков всяких разных. Так, нужно мне закрыть фрамуги. Уже прохладненько так. Пипец, и ступени нет. О! Офигеть. Я знаю, ребят, что сигнализирует, пищит. Но он реально вживую, он не так здорово пищит, как потом это самое на видео слышно, что прям действительно уши закладывает. Так, ладно, все. Так, надо посмотреть, у нас нигде ничего тут не капает. Нет, все отлично, все офигенно. Так, сейчас пройдем, посмотрим. Быстренько обход сделаем. Дикие собаки. Динго. Динго да Зинго. Так. Ничего у нас тут не открутилось, не отлетело. Все нормально, ребят. Все хорошо. Заходим. Вот, видите, высота какая. То есть рукой я... Вот смотрите, рукой я как раз вот раз еле-еле достаю. Вот такой коняшка. Но зато кочки вообще пофигу, вообще любые. Так что огонь автобус. Казань, столица Татарстана и весь Татарстан. Всем привет. Доброй ночи. И мы едем дальше. Ребят, видите наверху? Какая-то антилопа, ну, вот еще 3 штуки. Смотрите. Офигеть. Время 3, хотим доехать уже до Елабуги, до места. И лечь отдохнуть до 9 утра, когда там ребята придут в 9. Вот. И уже, видите, светло. Практически как днем. Ночь была, я не знаю, часа 3, наверное. И то 2 темно, и на 3 уже начало светать. Так что вот такие живности в Татарстане. И вот он, восход. Прикольно, да? Круто. Елабуга, Алабуга. Доброе утро вам. Вот, Алабуга.
Так, все, мы на развязочке. Семерочка. Обводная Елабуги. Как писали мне ребята, кстати, вам огромное спасибо. Все, кто писал в комментариях, ответили на мой вопрос, что это здесь вообще такое. Спасибо вам большое. Теперь благодаря вам я знаю, что это экономическая зона. Все такое. Так что спасибо вам, ребят. Все, мы на месте. 4 часа есть до 9. То есть даже больше. Сейчас время так. Даже 5 часов. Вот. Поспим, короче. И будем заезжать, когда придут ребята. Вот, так что все. Всем доброе утро и спокойной ночи. Так, ребят, всем доброе утро. Только-только проснулись. Я не выспался. То и дело, по машины ездит, КАМАЗ-карьер или что тут возят. Не дали поспать, короче говоря. Нормально. Ладно, думаем, ТО сделаем где-нибудь, может быть, покемарим сегодня пораньше. Может быть, конечно. Вот. Еще даже не умывался, ничего не делал. Ну, еще даже и ребят нету. Они, наверное, к 9 сюда идут. Ребят, вот смотрите, насколько выше. Вот вездеход обычного ПАЗа. Видите, видно даже там капитально. Что чем-то, конечно, не похоже, но по росту вообще прям намного выше. 4×4 вездеход, конь, как только его не называют. Ну, конь, конечно, это уж так, в народе. Узнать бы, конечно, как он по бездорожью, по проходимость. Проходимость какая у него, вот, испытать, конечно. Но это только испытают те водители, которые будут работать на нем. Мое мнение, что, думаю, не особо. Потому что если бы у него были, как вот, например, у ГАЗ-66, там одна ската, да, то есть по одной клее пробивает и все. А тут передние колеса вот такие узкие, а вторые вот двойные. То есть вперед будет резать, а второй будет как бы все равно заминать. Ну, например, если день то по снегу или так, в легкую такую грязь, то, думаю, все равно будет нормально. Ну, по крайней мере, намного лучше, чем обычно. Так что вот, сегодня легкий завтрак. Всем приятного аппетита. Так, все. Коллега выезжает. И сейчас буду заезжать. Эх, ребят, блин, только вы знали, как мне залазить лестницу, блин, надо. Дополнительную такую. Все, заезжаю. Так, ну пойдемте посмотрим вниз, что у этого автобуса есть нового. Так, вот сняли эти штуки. Вот я ехал, пробовал, они грелись. То есть маски здесь мало. Или подшипник затянут. Именно вот с этой стороны грелся, с той нет. Итак, вам, наверное, всем интересно, да? Спрашивали про 4×4 вездеход. Вот смотри, ребят, видите, даже мелом написано вездеход, все дела. Кто-то не поленился мелом. Че здесь, смотрите, вот как тут все сделано. Так вот. Так вот, видите, экранчик тоже тепловой. Пневмосистема сейчас здесь? Да, тормозная. Тормозная, да? Типа жидкостная, воздушная. Сейчас просто пневмо стало. Вот так вот, ребят, видите, что говорят. Новые. Раньше была пневмогидро, а сейчас
Сейчас просто пневмо. Сейчас просто пневмо, все ясно. Раньше тормозная жидкость утекла, считай, нету. Поставили, что видишь. Воздуха нету, тоже тормозов нету. Ну, ребят говорят, АБС еще на нем стоит. Так что автобус, конь, огонь. Вот сейчас еще ступятся подшипнички, смазочки. И все будет офигенно. Миш, значит, ты говоришь, это вот такие первые машины, да, только пошли вот с, ну, с инжекторным мотором, да? Нет, ну я имею в виду вездеход. Шасси переделаны, это уже большой плюс. А, шасси переделан сам. Нет, ну раньше. У нас и давно же вездеходов-то не было, пока только тоже первый вездеход. Раньше, видишь, с этими. Раньше и ручника-то только, как говорится, ученик. Ага. А сейчас что? Он вниз залез, там на раздатке сзади барабан стоит. Видел, видел, видел. Раньше стоял ручник. А я считаю, тебя сзади залез. Тут какие-то еще тяги поставить. Тяги еще на переднем мост реактивные поставить. Тяги на переднем стрикте. Вот задевает уже за рычаги, да? Так. Надо просто как делать. Так, ребят, все. ТОшечку сделали, ребята. Как всегда, на оценку отлично. Спасибо вам, ребят. Что я смог, я показал вам. Ребята, что знают, ну они, конечно, поболее знают, они с ними сталкивались, с этими вездеходами не один раз. Вот, что рассказали, что вы слышали. Что еще? Да, по переднему мосту подшипники с одной стороны у меня был затянут, с другой стороны нормально. И смазки маловато. Вот. У коллеги с обоих сторон было затянуты подшипники с обоих сторон. И, как у меня, не было смазки. Вот, от переднего мосту. Как-то так.